Всем привет! Вы на канале Ежик в деревне. И вот этот дом мы себе купили на Новый год. И мы уже делали обзор этого дома при покупке. И с этого обзора вообще начинался наш канал. Но сейчас мы хотим показать его вам заново. То, что мы о нем узнали за эти 3 месяца, что мы им владеем. Наши постоянные зрители знают о большинстве наших находок и видели уже это. Но мы расскажем не только о том, что мы нашли, как мы его обследовали. Сейчас мы хотим вам еще показать, что мы решили делать. Наши планы на ближайшее время и наши выводы. Оставайтесь с нами. Новые зрители, подписывайтесь на наш канал. Будет интересно, потому что сезон наконец-то начинается. С понедельника плюс 20. И все вот это нужно делать, делать и делать. Начинаем! Вот так фантастически выглядит палисадник этого дома. Но, собственно говоря, вся территория этого дома полностью заросла. Здесь по документам 56 соток. И, кстати, первое, что нам нужно сделать на весну, это закончить оформление документов этого дома, а именно сделать межевание, чем мы займемся, я думаю, что в ближайший месяц. Все это, естественно, должно вычиститься и превратиться либо в красивую полянку, а потом уже, наверное, в следующем году здесь будет создаваться какая-то красота. По каким-то причинам, как-то я этого, честно говоря, никогда и не видела в деревнях. Вся территория перед домом вот разгорожена на вот такие вот небольшие клетушки. Наверное, в этом был какой-то глубокий смысл. Может быть, здесь росло что-то ценное. Это загораживали от животных. И вот эти вот загородушечки мы хотим снять. Сначала как-то Дима несколько сомневался, потому что, ну, как бы тоже можно что-то закрыть. Но тот месяц, что мы этой весной пользуемся этим домом, показал нам, что нам страшно неудобно. Мы все время их обходим. Обходим там, обходим здесь. При этом сам материал, ну, просто великолепен. Сейчас такого не продается. Это сталь, ну, 3 миллиметра. А сами столбы, я даже не знаю, 5 миллиметров здесь или 6. А столбы надо будет помучиться, но учитывая вот их качество, нам их надо извлечь максимально глубоко, потому что эти материалы, конечно же, пойдут на дальнейшее строительство, на строительство, например, выгула для птицы, да и вообще масса всего. Одной из наших самых первоочередных задач является установка настоящего забора, обыкновенного. Всю территорию мы огораживать не будем, но огородим вокруг дома какую-то площадь. Почему это первостепенная задача? Потому что в нашей деревне есть один сосед, человек, он замечательный, но сейчас он находится в тюрьме. Извиняюсь за сленг, это его 11-я ходка, причем он сел за нарушение условий досрочного освобождения. Человек он неплохой, но когда он пьян, у него включается автопилот. А этим домом он когда-то пользовался, он здесь ночевал. И мы просто боимся, что когда он вернется, а вернется он ровно через год, весной 22 года, каждый раз, когда он выпьет на автопилоте, он пойдет к нам. Ну, так как этого никак бы не хотелось, надеемся, что его сможет остановить забор, потому что в его бытность забора не было, и должно же там что-то сработать, что это что-то не то, что он идет не тем маршрутом. Поэтому нам обязательно нужно поставить забор. В заборе у нас получается, что будет 2 ворот. Почему? Потому что здесь когда-то был гараж. Здесь был гараж. И гараж был, видимо, великолепный, потому что
Он был даже поштукатурен. Когда мы покупали свой дом, этот гараж еще стоял, мы его помним. Но сейчас он развалился. Но после того, как сошел снег, мы обнаружили, что в центре гаража есть смотровая яма для машины. Она нам нужна. Мы вообще собирались в этом году варить эстакаду, потому что сложно все-таки ремонтировать машину самостоятельно, не имея ямы. И это нам прямо подарок. Поэтому здесь нам нужны въездные ворота, чтобы загонять машину на яму. Вот здесь находится яма. Вся территория бывшего гаража заросла. Это бузина. И как мы ее не любим, но в данном случае это подлежит расчистке. Естественно, вот вся вот эта завалившаяся стена, завалившаяся на сарай, будет разобрана. А оставшиеся две стены этого гаража мы будем сохранять. Вообще здесь получается очень приятная такая вот закрытая со всех сторон беседочка. То есть когда-то мы над этим сделаем навес. Это будет такая вот беседочка. Обыграем это как-то с декоративной точки зрения. Яма будет закрыта каким-то люком, который при необходимости будет убираться, загоняться машина. Сохранилась вот такая совершенно великолепная береза. Веточки, которые мешали проводам, мы весной обрезали. Ссылочка на видео будет внизу в описании под этим видео, как мы ее обрезали. Вот она, граница нашего участка. Здесь сохранились столбы ограждения. Соответственно, я надеюсь, что никаких споров с соседями при межевании быть не может. Так что будем вызывать и будем межевать. И, кстати, на нашу деревню наступает цивилизация. Посмотрите, вот это чудо под названием фонарь нам повесили прямо уже зимой. Ну, это прям, я вам честно скажу, для нашей деревни роскошь небывалая. И помимо фонаря привезли и уложили вот такую вот бетонную плиту. Мы предполагаем, что здесь будут стоять мусорные баки. Сейчас мы пользуемся бочкой. Мусор у нас вывозят 2 раза в неделю. К вывозу мусора никаких претензий нет. Для нас, как бывших городских жителей, эта система привычная. И да, деревенские жители сначала возмущались, потому что мусора у них немного, что-то они складывают на компост, что-то сжигают. В каком-то смысле можно сказать, что нам сильно повезло, потому что баков на улице будет ровно 2, и нам мусор не придется далеко носить. Но вот эти баки будут стоять ровно напротив окон вот этого дома. И также они хорошо просматриваются из нашего первого дома. Значит, что? Значит, нам нужно сейчас, опять же, весной, так как растения растут не моментально, здесь посадить ряд каких-то растений, которые нам закроют вид из окон на мусорку. У нас очень молодцы, очень аккуратные соседи. Никто ничего никогда не разбрасывает. У нас не бывает ни одной мусоринки в округе. Но, тем не менее, мусорный бак – это мусорный бак. Как-то это не создает настроения. А, кстати, для тех, кто смотрит наш канал впервые. Вот этот дом мы купили 6 лет назад. Мы его полностью восстановили. Мы в нем живем. И очень его любим. Вот этот дом, это наш соседний дом. На первом доме у нас 44 сотки земли, на новом доме у нас 56 соток земли. Всего у нас получается гектар. Многим этого не понять.
Нас многие за это осуждают в комментариях, но для нас, вот лично для нас, земля – это ценность. Мы живем в своем первом доме, который полностью сделан. У нас там есть вода, канализация, причем это станция биологической очистки. Дом газифицирован, соответственно, отопление у нас газовое, но у нас в нем есть русская печь, которую мы очень любим и топим. По дому установлены различные Wi-Fi датчики, которые дают возможность управлять домом полностью. На те моменты, когда мы уезжаем, у нас стоит сигнализация, у нас стоят видеокамеры, мы скучаем по дому, если мы уезжаем, и мы смотрим, как у нас дела. Этот дом покупался не ради самого дома, хотя сам дом нам тоже, безусловно, нужен. Он покупался ради участка земли. Дом продавался больше 2 лет. За это время он прям заметно пришел в упадок. Вот. И цену на дом уже начали снижать. Помимо всего прочего, мы побоялись, что этот дом купят какие-то неблагополучные люди. Вы знаете, очень здорово иметь классных соседей. Но какой вот реальный шанс в нашей жизни, что это дом купят какие-то очень ответственные люди, которые его восстановят, все будет чистенько, все будет прекрасно. В нашей деревне вот улицы называются порядками. У нас первый порядок, он дальний от асфальта. Здесь каждый дом и каждый участок можно показывать на выставке. У всех красота необычайная. С той стороны у нас трасса, асфальт. Вдоль трассы идет третий порядок. И вы знаете, когда там проходишь, такое ощущение, что это вообще другая деревня. Какие-то бомжеватые облезлые дома, грязь во дворах, мусор, пьяные товарищи, таскающиеся с каким-то зомбическим видом. Вот не дай бог обрести таких соседей. Поэтому этот дом – наша безопасность от очень неприятного соседства, потому что здесь люди, но это какая-то сказка, но это действительно нам безумно повезло, соседи у нас отличные. Мы их очень любим, надеемся, что они нас, ну, если не любят, то хотя бы к нам хорошо относятся, мы со всеми дружим, со всеми общаемся, поэтому мы теперь точно знаем, кто от нас справа, кто от нас слева. И у нас прекрасный, чем интересна наша деревня, у нас только в ширину соседи. С той стороны поля и с той стороны поля. Мы живем на свободе. Кстати, вот здесь будут вторые ворота. Говорю очень много, потому что рассказать хочется все. Зачем нам вторые ворота? Здесь мы сделаем полностью сквозной проезд до самых концов участков, чтобы могла пройти машина, чтобы мог пройти трактор. Этим летом мы убедились, что очень важно, чтобы могла пройти пожарная машина. То, как начинало гореть село, горели огороды. Это было настолько страшно, и в тот момент мы осознали, что ведь действительно вот загораживаются люди полностью, ставят забор к забору, проезда для пожарных машин нет, а это на самом деле очень серьезно. Нам очень повезло, что в той стороне улицы прошла пожарная машина, за ней прошел трактор, соответственно залили, перепахали и отрезали огонь от нашей части села. Потому что вот этот заброшенный дом, он бы дал возможность перекинуться этому пламени на все. Мы бы не смогли остановить. Воды не было в колодцах. Это еще одна из причин покупки этого дома, чтобы уничтожить все эти заросли и все это содержать в порядке. Да, это очень тяжелый труд, это огромная территория, но это наша безопасность. Кстати, про поддержание территории в порядке. Если бы мне кто-то об этом сказал, да я не знаю, даже 2 года назад, я бы никогда не поверила. Сейчас появилась мысль, хочется завести барашков.
за тем, чтобы они ходили и ели траву. Но это пока скорее в плане шутки, но вообще по практике мы все начинаем с шутки, а это превращается в нашу реальность. Пойдемте смотреть дальше. Так, вот это колодец. Его надземная часть не сохранилась вообще. Ссылка, Дима мне напоминает, что ссылка. Сразу как купили дом, мы вызвали специалистов, и ребята почистили этот колодец. Ссылочка на видео про очистку этого колодца внизу под описанием этого ролика. Когда-то те, кто жили в этом доме, провели воду из колодца в дом. Мы нашли... Сейчас совсем недавно нашли, в каком месте труба входит в дом. Я не думаю, что мы сможем это восстановить. Будем делать что-то новое. Но сейчас колодец готов к использованию. Нам осталось сделать верхнюю часть. Мы будем капитально ремонтировать колодец у своего первого дома. Нашли исполнителей. Надеемся, что все получится. К сожалению, колодцы дело очень серьезное и достаточно сложное. Не то, что мы можем сделать своими руками. Мы своими руками делаем практически абсолютно все. 98% работы. Но иногда нужны специалисты и нужна грубая физическая сила в том числе. Поэтому колодцы у нас будут делать... Капитальный ремонт колодца будут делать специалисты. Вот. Ну и одновременно мы, конечно, уже сами сделаем надземную часть вот этого колодца. Ролик получается очень длинным, поэтому я думаю, что мы его даже разобьем на две части. А может и не будем, если у вас хватит терпения досмотреть его до конца, потому что, ну не знаю, как вам, а нам интересен здесь просто каждый шаг, каждый момент. Кстати, вот я стою на бетоне, здесь какая-то яма, вот этого мы еще не знаем. Много у нас еще будет открытий, но здесь прям вот бетон. Да. Итак, колодец мы почистили, но воды в нем сразу после чистки не было. Вот первый раз мы его открываем, потому что вот то, что сверху положили, вмерзло напрочь, и подглянуть мы не могли. Оттаяло. Ну, надеемся, что оттаяло. Сейчас мы посмотрим, пришла ли вода. Опять обещают засуху. Но я не знаю, это уже вызывает какую-то даже депрессию. Третий год засухи, это уже вообще не смешно. Но объяснили, что такой дефицит влаги в почве, что опять будет засуха. И в это верится, потому что воды в колодце все-таки мало. Она пришла, но ее мало. Воды в прудах мало. Прежний уровень не восстановился. И на этот случай два колодца это точно лучше, чем один. Так, ну, давай. Ну, что есть ты вода. Там видишь? Ну, я вижу, что у нас есть вода. Сейчас посчитаем, сколько колец. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 пустых, это 5 метров. Так, на глубине 5 метров есть вода. Значит, воды у нас сейчас в колодце полметра. Это, конечно, очень мало, но сейчас у нас начало апреля. По практике вода приходит где-то до середины апреля, так что мы ее еще ждем. Почва еще частично проморожена, и уровень воды в колодцах еще все-таки будет подниматься. Потому что, конечно, с таким количеством воды начинать год, это печально. В основном колодцы у нас получается сейчас метр воды. Уже почти 1,5 или 2 метра. Да ну. В прошлый раз смотрел. 1,5 метра уже было. Вряд ли. Ладно, сейчас мы отдельно посмотрим эту в тот тему, колодец, да. И посчитаем. Он просто глубже этого на полметра. Значит, в нем должно быть около метра. 1,5 метра, наверное, было. Но учитывая, что в осень оставалось 20 сантиметров, даже метр это роскошь. Но вообще
До сих пор минимальный уровень воды у нас был 1,5 метра. Но вот 2020 год нас, конечно, доконал. Многие сделали углубление колодцев. Ну, как многие? Почти все. Те, у кого скотина, сделали углубление Даже колодцев. мы делали. В середине колодца пробурили трубу. Вот, но мы пока с этим решением терпим. Мы надеемся, чтобы никто не упал сюда. что это какая-то аномалия и все стабилизируется. Так, колодец закрыли. Все безопасно, потому что это колесо может переложить только Дима. Вес этого колеса, поверьте мне, более чем... Посмотри, сними. У него, солидный. оказывается, прокол. Он поймал саморез. Болт 12 миллиметров. Да, так бы на нем еще кто-то ездил и ездил. Шутим, конечно. Между нашими двумя домами есть вот такая вот территория. Я даже не знаю, как это сказать. В принципе, это мусорка. И мало того, что это мусорка, здесь безумно неровная почва, потому что здесь когда-то были какие-то строения, все это рухнуло, все это где-то засыпалось землей, и просто объединить, вот так убрать забор, объединить вот эти территории не получится, потому что, ну, по крайней мере, это пока не получится. Ну, потому что это просто очень много труда, очень много работы. Со временем вполне возможно, ну, было бы идеально, если бы мы вот это разобрали, но пока об этом говорить страшно, поэтому сейчас задача расчистить проход. Вот это все мы спилили зимой, когда позволяла погода, мы не скучали, мы чем-то занимались. И сейчас нам нужно сделать более-менее ровный проход, так, чтобы ничего не воткнулось в ногу, когда идешь, чтобы можно было проехать на мотоблоге с тележкой. Я так чувствую, много открытий чудных нам готовит эта мусорка. Ой, смотрите, конечно, клен это нечто. Вот мы его спилили. Смотрите, мы пилили его зимой. Сколько он дал сока. Он пытается... Глянь, вода. Пчелу жалко. Сок. Сок. Кленовый сок. Это будет Змей Горыныч. Да, это будет очередной Змей Горыныч. Пчела выпила и напилась так, что умерла от счастья. Кстати, а может быть кто-то знает, клен американский, этот сок, он годится на сироп или это нечто ядовитое? Вот понятия не имею, а то, может быть, столько возможностей упускаем. Ну, пойдемте уже на территорию нового дома. Наше, ну, это все наше, да, но вот заходим. Пойдем через дверь. Учитывая, что стена одна, мы идем через дверь, потому что с той стороны такие заросли, что это реально просто физически проще. Заброшенное царство. Вау! Это наша красота, это наше богатство. Проходите вместе с нами в гости. Значит, смотрите, вот здесь сохранился вот такой сарайчик. Бумс, все, мы закрыты. Первая мысль, естественно, была, что это под снос, и вариантов здесь никаких быть не может. Но вот эта стена абсолютно целая. У него целая крыша.
Крыша покрыта железом. Железо толстое. Получается, что у него сгнил левый дальний столб. И, собственно говоря, и все. Нам не терпится... Да, на всем надо наводить порядок, все нужно делать хорошо, но нам не терпится, очень хочется завести кур-несушек. Так, здесь главное сохранить себя. Лопатки оттаяли, нет? Одна оттаяла. Здесь есть, вот, да, к сожалению, краюшек сгнил. Это обточим, зашлифуем. Вот такие вот лопатки. Хлеб печь. Для печи, для хлеба. Вторая лопата еще не оттаяла, доставать не буду, чтобы ее не сломать. Короче, площадь сарая приличная. Состояние сарая, в общем-то, удовлетворительное, но при условии ремонта. Поэтому в самое ближайшее время, и вообще, не то что в ближайшее время, мы начинаем нашу историю с этого сарая. Мы его восстанавливаем и сажаем сюда курочек. И надеемся, что будем есть свои яйца. А вот здесь пока, да, это двор, но пока это будет под курами. Здесь сделаем загородочку для выгула. С загородочкой история серьезная, потому что у нас есть бродячие собаки, у нас есть лисы, причем с лисами... У нас нет только медведей, это не факт. У нас есть ласки. Привет Сибири, привет Кемерово. Поэтому нужно будет строить какую-то серьезную загородочку, чтобы наших кур не съели в первую же неделю, собственно говоря. Я думаю, они нам будут достаточно дороги. Так что вообще это был двор, потому что вот там вот остаток тоже стены. С той стороны был сарай, который завалился. Скажи, что вот этот сарай мы вообще полностью будем разбирать. Вот этот хлам. Вот это. Восстанавливать. Вот эта вся красота. Мне кажется, что это крапива. Хотя, в принципе, я не уверена. Это крапива. Не крапива. На крапиву похоже. Мне кажется, вот это все крапива. Это совершенно ужасно с точки зрения какого-то там отдыха, но в плане перспективы разведения куриц это фантастика. Столько крапивы для куриц, ну это просто, это великолепно. Так, ну давайте смотреть участок. Мы его, кстати говоря, после схода снега еще и не видели. Смотри. Так. Это фундамент. Вот здесь фундамент. Так. Давай пробираемся. Это не видно. Ноги, вот, береги вот. ноги. Сейчас я ползу. Моя спящая красавица. Так, но это явно был хоздвор. Это был, видимо, очень хороший сарай для скотины. Но дело было давно. Это все не вот подлежит даже мох какой-то. Абсолютно никакому восстановлению. В лучшем случае удастся использовать какие-то стройматериалы. На первый взгляд все безнадежно, но если присмотреться, там вот, например, хороший большой лист толстого железа. В любом случае нам это придется убрать и перебрать своими руками, каждую досточку и каждое бревнышко, чтобы это просто убрать, этот мусор. Может быть, мы что-то, конечно, здесь ценное найдем, но очень-очень в этом сомневаюсь. Это все просто мусор. Так, я иду к вам, насколько это возможно. Так, все, здесь, да, так, здесь надо это самое. Так, ну, здесь у нас прекрасные заросли клена ясеневидного, буйные, активные. Будем его
пилить. Будем пытаться уничтожать разными способами. Что-то мы наработали уже за годы сами. Что-то подписчики нам рекомендуют. Что-то порекомендовали, да, нам наши зрители. Будем пробовать высверливать дырочки, засыпать аммиачную селитру. Будем пробовать делать то же самое с помощью уксусной кислоты. Естественно, будем использовать какие-то промышленные средства типа торнадо. Но вообще опыт показывает, что вот какие-нибудь там торнадо и прочее по борьбе с этим агрессором, ну, слабоваты. Слабоваты. Что-то будем прямо вот физически корчевать. Ну, это, знаете, вот заскучал, взял пилу, топор, лом и пошел. Ты насмешила, заскучал, ага. И пошел. В деревне сидишь такой скучно и... Да, и пошел что-то выкорчевал. Нечего делать, ага. Это, конечно, скорее из разряда фантастики и анекдота. Смотри, что я еще нашел, глянь. Это что такое? Из ряда фантастики. Что за вытяжка? Ты что, погреб? Да ну. Смотри, вот огородка была, вот она. Так. Ну а зачем она здесь? Даже не шевелится. Глянь, Ну, столб в столбе. Ну, может быть, это деталь забора. Я не знаю. Это деталь интерьера. Вернее, экстерьера. Да. Это ж снаружи. Вот сколько нам открытий чудных готовит этот участок. Как говорится, весна все покажет. Какая прелесть. Поляна в лесу. Прям вот Вообще ничего не натуральная растет. поляна в Аномальная лесу. зона. Так, если без шуток, то, к счастью, этой дрянью зарос не весь участок. А дальше начинается часть огорода. Расскажи, что это мы делали в прошлом Сейчас году, вылезем. когда спасали, чтобы мы не Вылезем. загорелись. Огород, в общем-то, в нормальном состоянии, но нам рассказали местные жители, да, что один хороший человек, чтобы другие не косили здесь сено, взял и перепахал этот огород трактором, грубо, вот комками, и теперь вся поверхность вот этого огорода, она вот такая вот холм, яма. И нам, конечно, мы косим сейчас мотоблоком с роторной косилкой, нам будет сложно. Но, тем не менее, когда горело все вокруг, Дима, несмотря на все сложности, прошел с этой косилкой, выкосил вот эту вот полосу. Она вот так по всей длине, еще поперек нашего огорода тоже пропахали, сделали вот такую полосу безопасности. Ее теперь надо поддерживать. Огород этот, естественно, Тем более косить. теперь это наш участок. Да. Состав травы, Это все скосим. насколько она съедобная, несъедобная для животных, Давай пока покажем не знаем. заброшенный участок вот этот и пойдем на наш, скажем, Да. ну, покажем, как мы скосили. Дим, вот смотрите, наш участок — это до вон тех деревьев. Это ручей, который впадает в пруд. В многоснежные зимы это ручей, сейчас это сухое пространство, но это вот разграничивает огороды деревни и следующее фермерское поле. Там трактор работает. Там сейчас. уже работает трактор, началась посевная. Слева вот по пашне граница участка. С той стороны вот молодые деревца замотанные. И вот как они закончатся. С
сохранилась вот такая чудесная липа огромная. Она растет ровно на границе между участками. Так что будем пользоваться. Сооружение под названием туалет. И как это не удивительно, но туалет, в общем-то, в рабочем состоянии. Я не знаю, шокировать вас, показывать. Покажи, там Не очень стоит. хорошо. Ну, Это сюрприз, вы нам надо строить удивитесь. туалет. Это реально. Опа! Практически царский. Да. Закрываем. Пошли дальше. Так, а где Иди бы нам здесь пройти? проползай. Где бы нам пройти? Так, идем. Да, иду. Идем. Так. Здесь мы уже успели немножко расчистить. Вам, наверное, кажется, что это не расчищено, но поверьте нам, это уже расчищено. Идем дальше. Гараж с обратной стороны с ямой. Смотри, в бассейн не провались. Да. И Кстати, вот вода там есть? Нет? сюрприз. А, нет, кстати, наверное. теплеет вообще. Прям вот становится. Глянь, шлем жарко. даже от мотоцикла. Так, Ох, хлама здесь, а мы думали, что здесь ничего нету. да, как-то нам казалось под снежком, что это чисто. Надежды не оправдались. Ну, а... Да тут, наверное, 4-5 прицепов, может быть, больше ну, увозить. не знаю, но, видимо, бассейн будет глубже. Да. Значит, сохранилась вот такая вот яма. Но мы думаем, что, наверное, это был погреб, естественно. Ну, а что это Ну, не еще факт, могло но быть? это не точно. Ну, не точно, да. Но думаем, что это был забетонированный погреб. Так, пойдем в ту сторону, к тому Да сараю. я не знаю, как вообще отсюда выбраться. Вот здесь у нас дорогу мы натоптали зимой. Да. Пошли, я вошел вокруг. Пошли вокруг, иди сюда. Вот, все, пришли. Надо же рассказать про погреб дальше. Давай. Это просто 39-е царство. 30-е государство. Значит, также одна из первоочередных задач – это поставить какую-то ограду вокруг вот этой ямы, потому что помимо шуток, это, конечно же, опасно. Сюда могут попадать и люди, и звери. Думаю, что падение вот в этот мусор не обернется ничем хорошим. Ну, до мусора где-то приблизительно, я вам скажу, 2,5 метра. Да, А там еще глубже получается, наверное, 3 метра. да. Сама эта яма, естественно, у нас будет на закуску. Когда-то мы ей займемся. Но все-таки пока хочется попытаться сделать из этого бассейн для рыбы. Завести здесь какую-то рыбу. Естественно, для этого, возможно, потребуется гидроизоляция, компрессор. Поэтому пока мы это оставляем на будущее, жизнь покажет. Опять же, утро вечера мудренее. Додумаем этот вопрос. Размер хороший, глубина хорошая, но, конечно, опасно. Опасно падением туда. Ну и снова попадаем в наш двор. Так. Смотри, что я нашел. Шифер? Нет, какие-то палеты старорусские, 5 сантиметров толщиной. Да. Так. И стекла автомобильные от Жигулей. Это я знаю точно. Вот кронштейн. От классики. Так. Сохранился вот этот сарай. Скорее всего, это даже был не сарай, возможно, летняя кухня. Потому Нет, что... это был хлеб. А мне кажется, кухня, потому что окна же есть. Два больших окна для сарая как-то, может, и не очень типично. И кормились одни из этих бункеров. За-
Это настоящий хлев был, коровы. Там даже вон крюк прикручен. Ладно, Так, пошли. заходим внутрь. Так, со света прям тяжеловато, темновато. Но здесь кратенько. Это сарай, навскидку здесь 5 на 4 метра. В общем, наверное, около 20 квадратных метров, может чуть поменьше. У него абсолютно целая крыша. Ну, прям вот вообще вот навяк. Дим, покажи ее, пожалуйста. Печка была. Да, Опять остатки разобрали. трубы, Мы сделаем здесь боровка. печку, потому что здесь будет Да. курятник. Да, Вот эту здесь была часть печка. дома мы будем поднимать. Ну, не дома, а этого сарая. Расскажи нам, пожалуйста. А там замок висит, не знаю, настоящий или нет. Здесь, значит, вот эта стена упала где-то сантиметров на 20-30. Эту часть сарая мы будем поднимать. Это был хлев, я так понимаю. Вот здесь будет хороший стационарный курятник у нас на будущее, чтобы зимой не мерзли птички. С полами потом придумаем, что будем делать с полом. Вот. Самое главное, надо купить брус и поднимать вот этот сарай. Нашли прекрасные вещи, с ними. Раньше, помню, я в деревне, когда собирали сено, положим, наверное, сюда. В детстве у бабушки. У бабушки в деревне, да. Вот эти вот специальные широкие вилы раньше брали и закидывали, ну, высоко на машину, на телегу и так далее. Кстати, сейчас их и не очень Такие не найдешь, да, они кованые, они очень надежные. Вот эта штука, я не помню, что такое, но тоже была в деревне. Вот, Ой, специально для покажи, ноги. на свет плохо видно. Для ноги. Вот, нажимаешь и что-то выкорчевываешь. Ой, а правда, что это? Тоже все кованое, все очень надежное. Так. Вот, ногой сюда наступаешь, вот, заклепка кованая, все кованое. И что-то выкорчевываешь. Эти, наверное, как его, свеклу сахарную, что-то еще. Ну, что-то вот сюда проходит, и вот ее выкорчевываешь. Вот, ногой. Ну, Наши опытные зрители, скажите нам, пожалуйста, что это такое. да, вы нам, Подскажите, кстати, потому помогли что с этой. Вещь очень нужная, да. Нам деталь от прялки подсказали, да. Может быть, кто-то сможет подсказать, что вот это такое, потому что, ну, явно это нужно. Так, здесь 2 окна. Ну, в общем, я думаю, что про этот сарай достаточно. Смысл в том, что мы его будем восстанавливать. Здесь мы будем держать птицу. В этом году, вот если прям все пойдет по плану, то это не сглазить. Если здоровье позволит. Да. Если здоровье и финансы нам позволят. Жарко прям. Так, да, на улице прям неожиданно жарко. Значит, план у нас, если здоровье и финансы нас не подведет, такой. В первую очередь мы восстанавливаем вот этот сарайчик, делаем выгул и заводим сюда кур-несушек. В инкубаторе у нас уже заложенные яйца. Ну, это чистый эксперимент. Мы пока не знаем, что у нас получится. Делаем это первый раз в жизни. Яйца не специально собраны инкубационные, так что не знаем. Про это пока загадывать рано. Может быть, купим, как только сделаем сарайчик, уже взрослых курочек-несушек. Чисто пока на первое время. Они, значит, у нас здесь будут жить, а мы займемся вот этим сараем, его восстановлением и подготовку к их зимовке. Одновременно будем при этом заниматься ограждением участка забором. Вот наша печка, я так понял. Печка, наверное. Потому что без всего. Так кто его знает?
Будет печка в курятнике. Сложим там. Радовать. Да, в этом сарае мы сложим небольшую печку, чтобы иметь возможность его отапливать зимой. Фундамент этого дома столбовой. Фундамент цел. Все столбы целы. Нижний венец дома с этой стороны цел. То, как мы осматривали нижний венец, тоже будет ссылочка на ролик в описании. Посмотрите, какие здесь были великолепные сливы с крыши, но сохранились они только с этой стороны дома. Все немного перекошено, но эта веранда никуда заваливаться не собирается. Это все крепко. Весь фундамент под ней абсолютно цел. Это требует, в общем-то, косметического ремонта. Подкрасить, подштукатурить, и этим можно реально пользоваться. Идемте по фундаменту дальше. Здесь сохранилось крыльцо. Крыльцо совершенно рабочее. Доска на нем 5 сантиметров. Сгнила только нижняя ступенька. Естественно, мы это исправим. Фундамент, опять же, идем в прекрасном состоянии. Венец здесь есть. Ну, поштукатурим вот эти части. Сейчас я покажу ногой, Да. я просто с камерой. Вот это все поштукатурим. Это как бы ежегодный уход дома. Здесь Будет все красиво. обязательно в этом году сделать отливы. Да, сделаем отливы. Вот эти, вот, кстати, стоят, а там нету. Глянь, их даже не согнешь. Да. Отливы. Металл, отличный металл. Он прекрасно защищает фундамент, но он сделан под углом 90 здесь короткий. градусов. А тут под углом как раз к дому. Вот тебе и к Да. него. И в итоге от этого отлива... Да, я сниму. Покажу, что здесь вот стекает с дома, а здесь наоборот затекает в дом. Да, Поэтому купим отливы и сделаем вот так, прикрутим. да. От этого отлива вода идет к дому, и здесь нижний венец пострадал. Вот у этого угла. У этого угла пострадал только край бревна. Здесь его просто закрыть, чтобы он дальше не разрушался. В общем-то, никакого дополнительного ремонта он не требует. И единственное, что пострадало в основании этого дома, это вот фундамент здесь есть, но нижний венец, его нет. Его нет туда достаточно далеко, насколько достает рука. Ссылочка на видео в описании, как Дима это смотрел. Насколько это действительно разрушено, покажет уже только вскрытие. Для этого нужно разобрать вот это. Снимем вот эту обшивочку и посмотрим. Конечно, если есть необходимость, то мы будем поднимать этот угол на домкратах и подкладывать новое бревно. Посмотрим, вскрытие покажет. Это что касается наших планов по фундаменту. Естественно, его поштукатурить, поставить отливы, и фундамент будет стоять. Нужно будет сделать отмостку. Но отмостка это, наверное, уже на следующий год, потому что в этот год мы просто не справимся. Дом, конечно же, нужно покрасить, но это не первоочередная задача. Да, работы здесь капец. Окна, в общем-то, подлежат восстановлению, они не гнилые, но они немножко перекошенные, они деревянные, щели по стеклам, поэтому... Здрасте. Здрасте, сюрприз. Здрасте. Поэтому они целые, что все вентилируется. Вот. Давай закроем. Нас сними, закроем. Так, закрой. Глянь, какая Нас, вытяжка в доме. А ты еще переживала открыть картонку, чтобы проветривалась. Так, окна подлежат восстановлению. Но Вот еще я не какая. думаю, что у нас будет большое желание этим заниматься. Да, мы лучше... Окна небольшие,
стоимость их невысокая. Мы совсем недавно нашли Все, контакты закрыл. Я закрыл. завода-изготовителя окон. Мы там заказывали стекла себе на веранду. Получилось очень недорого. Поэтому, если с этим заводом все в порядке, то я думаю, что мы просто закажем новые окна. И это будет самый простой, быстрый, не самый дешевый, но хороший вариант. Крыша дома фальцевая, металл толстый. Мы поднимались на чердак, мы полностью осмотрели эту крышу. С внешней стороны вот уже немножко покрытие краски испортилось за эту зиму и выглядит чуть-чуть ржавым, но ссылочка то же самое в описании этого ролика. Крыша в прекрасном состоянии, она абсолютно крепкая и не требует от нас ничего. Вообще все Это очень-очень здорово. Ну, конечно, ее надо будет потом покрасить. Хотя толщина металла такая, что даже если мы ничего делать не будем, все будет еще сколько-то лет хорошо. Идем с вами теперь кратко в дом. Вот здесь совершенно необыкновенной красоты веранда. Сколько нужно было терпения, чтобы это все сделать, это все раскрасить. Здесь вырезано и из дерева, и из металла. Когда-то в доме была печь, от нее тоже вот совершенно такая резная, великолепная труба на доме. Она заглушена изнутри, закрыта. Вот, дырки там нет. Но пойдемте в дом. К дому подведено электричество. Мы им уже пользовались. С электричеством все в порядке. Лицевой счет на себя переоформили. В этом плане все чудесно. Заходим. Веранда полностью в нормальном состоянии. Заменить пару стекол, покрасить. Может быть совершенно чудесным, прелестным местом отдыха. Также я ее буду использовать для рассады. Солнышко здесь будет после обеда. Так, вот здесь такая вот прихожая с совершенно необычайной отделкой вагонкой, с чудной отделкой потолка. Потолок отделку заменим. Вид отделки пока не выбрали. Может быть пластик, но пластик не очень хочется, потому что все-таки мы в деревне, хочется некоторой экологичности, но это самый быстрый вариант. Эта прихожая будет относиться к гостевой части дома. Дом большой, в нем 77 квадратов, поэтому часть этого дома мы сделаем жилой для летнего отдыха, для гостей, потому что гости хоть и приезжают к нам, но любому человеку хочется все-таки несколько дистанцироваться, несколько побыть с собой наедине. Поэтому вот здесь будет прекрасное место ночевки. Так как мы знаем, что крыша в полном порядке, перекрытие в полном порядке, то кривизна потолков – это просто косметический дефект, который, кстати, очень легко выровнять за счет натяжных потолков. Но пока по отделке внутренних помещений дома сказать не можем абсолютно ничего. Крыша в этом месте больше не течет. Это, видимо, было когда-то, и это устранили. Вот. Проходим вот сюда. Здесь когда-то, видимо, была спальня с 2 кроватями. Почему с 2? Потому что здесь 2 одинаковых чудесных ковра с оленями. Ковры вынесем, почистим, посмотрим, что из них при этом получится. Вот эта мебель, естественно, все люстры на выброс. Окно. Почему на выброс? Вот это, это на выброс. Окно под замену. Шкафы, когда-то мы их
отреставрируем, это тоже будет в пользовании в гостевой части дома. Так как первоочередная задача это курятники, то ремонтом внутри дома будем заниматься, наверное, все-таки в последнюю очередь. Единственное, что заменим окна. И пока мы не начали ремонт этого дома, мы будем пользоваться как мастерской. И он нам уже помог, мы уже здесь сделали брудер. Делать нам это было больше просто негде, мастерской у нас нет. Пилить на улице было холодно, пилить в доме грязно. То есть вот практическое значение для мастерской великолепно. Единственное, что весь этот дом отдать под мастерскую, но это слишком роскошно и, конечно, наверное, это ни к чему. Мне этого никто не даст. Хотя, конечно, Шикарно. мастерская, да, она имеет особенность расползаться. Многие писали в комментариях, есть такие люди, вот чужого труда не жалко, что все это надо снести, сравнять и построить дешево и быстро на этом месте новый дом. Ну, ребята, давайте относиться к жизни реально. Мы это купили за 100 тысяч рублей. Что можно построить за 100 тысяч рублей? Наша веранда в том доме нам обошлась в 130 тысяч рублей. И экономили мы необыкновенно. И высота потолка у нас чуть больше 2 метров. Но нереально, мы же не дети, мы же взрослые люди. Ничего за 100 тысяч построить нельзя. Накопить денег и построить новый дом. При таком уровне инфляции, опять же, может быть, кто-то живет в каком-то сказочном мире, под каким-то колпаком, и там как-то в этом колпаке собираются деньги. Мы не миллионеры, деньги у нас расходятся, и нам важно иметь те вещи, которыми уже можно пользоваться, и да, вкладывать сюда какие-то деньги, вкладывать постепенно. Вот мы заработали, привезли доску. Заработали, привезли металл. И это уже вложено, эти деньги, в металл, в доски, в цемент. Они уже не обесцениваются. Цены растут просто фантастически. Тот, кто живет в этом своем мире, ну, пожалуйста. Потом... Соль, вот это расскажи, пожалуйста, вот про эту доску, которая будет стоить приблизительно 100 тысяч, чтобы перекрыть дом. Вот эти 100 тысяч. Куб доски 1,5 года назад обычной несушеной сосновой доски в Воронежской области, самый дешевый вариант 1,5 года назад, был 11 тысяч рублей. У нас здесь нет леса. Весь лес в Воронежской области, он привозной. Все дерево у нас стоит безумных денег. Сколько это стоит сейчас, мы даже не знаем, мы пока не мониторили. Сейчас мы в ближайшее время посчитаем объем, сколько нам нужно купить на восстановление сарая, что тут нам нужно купить для дома. Но поверьте, 100 тысяч это меньше, чем фундамент этого дома, вот на самом деле. Эта комната, она пострадала больше всего, у нее идет трещина по потолку. Она пострадала потому, что вот этот угол сгнил венец, и он просел. Это осталось держаться на стене. Комнатка чудесная, но нам нужны места хранения. Люди мы хозяйственные, и у нас все время что-то копится. То, что не нужно в ближайшее время, но когда-то нам понадобится. Но, собственно говоря, и не имеет какой-то особенной ценности для воров. Например, какие-то фитинги на пластиковые трубы. Но все это надо хранить. И вот сюда поместится... Ну, я не знаю, мы можем себе ни в чем не отказывать. Мы поставим здесь огромные стеллажи, и это будет кладовка. Пойдем дальше. Первоочередная задача по этому дому, вот именно по самому дому,
у нас будет прокинуть здесь проводку. Проводки в доме нет вообще. И даже если бы она была, все равно проводку нужно сделать новую, потому что это просто опасно. Скажи, что мы уже потратили где-то около 15 тысяч рублей просто на провода. Да, мы уже потратили в районе 15 тысяч на провода. И все. Автоматы ты не покупал? Автоматы старые. Автоматы у нас есть из старых запасов, да. Ну, в общем, проводка, удовольствие тоже дорогое. Вот проводку, вот, конечно, нужно сделать, это потому что и для мастерской... Да, это просто провода. Дом деревянный, поэтому проводка прокладывается в гофре, либо в специальных трубках, потому что пожаробезопасность прежде всего. У нас с вами осталась последняя комната. Здесь, видимо, была кухня. Вот смотрите, вот здесь заходила вода из колодца. Здесь же держали, видимо, новорожденных животных. Вот это место, фундамент от печи. Печь разобрали и бросили в таком виде. Поэтому по остатке трубы, по боровку затекала вода. В итоге все это набухло, выглядит совершенно жутко. Но почему мы здесь так вот спокойно стоим и это рассказываем? Потому что мы были на чердаке этого дома. И мы теперь точно знаем, что это просто жутко выглядит. Ссылка опять же под этим роликом. Конструкция дома не пострадала. Конструктив потолка тоже не пострадал. Поэтому вот еще одно из первоочередных задач – это разобрать боровок, чтобы снять нагрузку с перекрытия. Она ему просто не нужна. Вот это, естественно, выломать вот это безобразие. И вот этот люк, вы будете очень долго смеяться, кто не смотрел тот ролик, как мы пытались влезть в этот люк для очень худых людей. Поэтому здесь будет сделан новый люк. Такой люк, чтобы можно было вот прям вот без страха за себя подняться на чердак, проверить его состояние, сделать там какие-то работы необходимые и так далее. Здесь у нас второе крыльцо, выход из дома. В общем-то, ремонта оно не требует вообще никакого. Но единственное, что, конечно, зрительно мы это так не оставим. Я раздвинул и не снял. Вот. Потрясающая вещь. Потрясающая вещь. Да, любители фантастики, наверное, скажут, что здесь водились какие-нибудь зомби. Другого объяснения я этому не нахожу. Учитывая, что окна на улицу, вот они, пожалуйста, входи, выходи. Я не знаю, зачем так запирать двери. Смотрите, вот здесь виден сруб дома. Вот он. Дом, предположительно, классический пятистеночек. Вот. Брус в прекрасном состоянии на самом деле. Крыльцо тоже сохранилось. Здесь есть перила. Да, мы пока еще не в том возрасте, что нам нужно входить-выходить с перилами, да. Но зимой это не шутка. Перила это важно, потому что слететь с крыльца ничего хорошего не будет. Хочу показать вам последний момент. Это скорее юмор. То есть, вот смотрите, вот так закрывалась эта дверь изнутри дома. Причем, смотрите, здесь вот, видимо, был еще один засовчик. Если вот этот не поможет, да, то вот этот вот, видимо, вот точно спасет. Закрываем эту дверь. Металлом обшитую. Да, металлом обшитую. Ну ладно, это чтобы не попадала вода. Здесь мы имеем один засов, ну самый обыкновенный. Да, но, видимо, враги атаковали. Поэтому
Страховочка. Опа, страховочка. Да, в общем-то, Это это... как Ералаша. А почему у вас два проездных билета? На всякий случай один запасной. В общем-то, такой засов, он общепринятый, видели его, я думаю, что все везде неоднократно, толщина металла обалденная. И это было бы абсолютно не смешно, если бы так был укреплен весь дом, а не только одна вот эта дверь. Одна единственная. То есть основной вход, ну там вообще ничего не закрыто. А здесь вот практически бункер. Так, ну что хочется сказать, что по самому дому, по основному дому, основные дефекты, они косметические. Все это выглядит так жутко, потому что что-то поржавело, что-то облезло, что-то немножко перекосилось. Но дом абсолютно живой и рабочий. Жизнь, она везде. Вот она пробивается, она берет свое. Значительно больших затрат сил у нас потребует участок. Сам дом необходимо нам сейчас убрать вот это место гниения потолка, сделать проводку, заменить кусок нижнего венца, сделать отлив. И, в общем-то, на этом дом будет сохранен. Какое-то время он еще может стоять вообще без всякого ремонта. Но, конечно, мы будем по мере сил, энергии и денег его восстанавливать. Поэтому оставайтесь с нами. Во-первых, это интересно. Во-вторых, поверьте, мы очень изобретательны. И вполне возможно, вы что-то у нас увидите интересное и сможете использовать сами. И плюс к тому же, чтобы нам не было скучно, работы-то мало, мы завели куриц. Почему завели? Потому что инкубатор у нас уже крутится. И даже если этот вывод будет неудачным, но нас же не остановить. Плюс при этом нам нужно все равно работать, ездить на работу, зарабатывать деньги. Так что оставайтесь с нами. Этот ролик получился необыкновенно длинный. Но спасибо вам за внимание. Спасибо, что вы его посмотрели. Будьте с нами, поддерживайте нас. У нас уже есть те зрители, которые нас поддерживают, и мы чувствуем эту поддержку. И да, мы люди взрослые, мы самостоятельные, мы знаем, что мы делаем. Но доброе слово, оно, безусловно, приятно каждому. И когда кто-то говорит или пишет, что мы не сумасшедшие, что мы занимаемся делом, вы знаете, это для нас на самом деле важно. Это во-первых. А во-вторых, действительно, есть какие-то вещи, да, мы люди уже опытные, но мы знаем далеко не все. А особенно животноводство, это для нас вот просто вообще чистый лист. Мы люди городские, совсем городские. Вы не поверите, но курицу я держала в руках последний раз в 5-летнем возрасте. Но я надеюсь, это нам не помешает. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, подсказывайте нам. Мы рады подсказкам, мы рады даже критике. Критика не всегда бывает приятной, но поверьте, что мы обдумываем каждый комментарий, который нам пишут. Мы все это и обдумываем, и отвечаем. Поэтому давайте будем дружить. До встречи!